Сегодняшнего моего рассказа про автомобиль Kia Rio второй генерации, которым я владею 13 лет. И я расскажу о его плюсах, минусах и регламент замены запчастей. Какие запчасти лучше, хуже. Но это все будет кратко, минут на 20. В общем, автомобиль выпущен был в 2010 году, приобретен в 2011. По документам он 2011 года. Не суть, сделал завод Калининград. И это как бы самое худшее его. До этого с 6 года по 9 привозили с Кореи комплектами или уже собранные. Они гораздо лучше. Калининград как бы на всем экономил, особенно на металле. Это сказалось в дальнейшем при эксплуатации после гарантии. Она была 5 лет или 150 тысяч пробега. Проблема у меня образовалась, это где крыша переходит в стекло лобовое. То есть там краска чуть приподнялась. И также на заднем стекле. Но это не критично, при замене стекла я посмотрел, внизу как бы ржавчины нет. Вот именно вот эта вот каемка верхняя, она кое-где краска подвздулась, как называют. Вот. Один порог подсдулся, я его обработал изнутри, как бы ржавчина перестала прогрессировать. Ну там не сильно, но все равно страдает правая задняя часть, где задняя дверь, там марка, вот камни в запескоструили очень сильно. Это я все тоже видео покажу. Ну как бы наложу, сниму отдельно потом и вторым кадром сделаю. Вот. Машина в целом неплохая для городской эксплуатации, но есть свои нюансы. То есть я не буду там поднимать капот, рассказывать это вот все там, что мотор какой это, ну как бы вкратце освещу. Мотор стоит поперек, два распредвала, приводят их в движение ремень ГРМ. Это как бы особый минус этого автомобиля, потому что ремни бывают рвутся раньше срока, заявленных своих характеристик. И это приводит как бы к катастрофе. На сегодняшний день где-то 50 тысяч при обрыве. То есть там клапана встречаются с поршнями. Вот. В основном мотор неприхотлив, двигатель простой. Вот. И машина имеет, как бы двигатель имеет свои особенности. То есть при разгоне до 70 пропадает тяга. Вот где-то после 70 начинает явно не хватать. Приходится сильнее давить на тапку газа. И, соответственно, машина начинает ускоряться. Но уже не так охотно, как до 70. И следующий провал где-то со 100 до 115. То есть тоже она неохотно разгоняется. Вообще машина сделана чисто для города. На трассе ей очень тяжело. Даже если вы едете вдвоем, идти на обгон как бы очень сложно. Вот, приходится заранее вымерять дистанцию. Вот. Машина также на трассе имеет, за счет того, что она высокая и профиль у нее высокий, то у нее большая парусность боковая. То есть при обгоне фур, при боковом ветре ее начинает как бы мотылять. То есть устойчивость ее можно только увеличить за счет увеличения ширины колес. Здесь стоит 185-65 R14, нормально, но нехорошо. То есть вот боковой ветер на трассе это очень страшно. То есть кидает ее где-то на полметра влево-вправо, может кинуть, если резкий порыв. Если как бы ветер постоянно дует, то вы как бы подруливая рулем удерживаете ее в заданной траектории. Вот. Двигатель с гидрокомпенсаторами, поэтому там проблем никаких нет. Замена масла 240 моточасов. Я меняю 5000, это где-то в городе есть это количество времени. Можно менять по бакам заполненным. Если кому будет интересно, я потом это освещу, как высчитывать моточасы в городе, примерно не до минуты. И как узнать, как менять масло по использованным бакам топлива. Вот, двигатель простой, надежный, чугунина,
4 цилиндра, 97 лошадиных сил. Вот. Про динамику. Про динамику автомобиля. В общем, в городе ее более чем достаточно. Если вы едете один или вдвоем. Даже втроем еще и в принципе хватает. Но ее перестает хватать, когда, допустим, 5 человек в машине. Или, допустим, вы едете втроем и полный багажник там чего-то там, сумок, вещей, то все, она становится овощем. Если вы включаете кондиционер или климатическую систему, динамика сразу, где-то лошадей 10-15 она теряет. То есть разгон просто становится очень трудно и дается. Или, допустим, ситуация, когда вы разгоняетесь, перед вами резко кто-то там выезжает, вам приходится оттормозиться, а потом резко ускориться уже не получится. Это я все рассказываю про Kia Rio на автомате. На механике может быть по-другому. Вот. На автомате как бы вот так. По ходовой. Ходовая здесь простая, сзади торсионная балка, впереди как обычно. Рычаги, амортизаторы, пружины, стойки стабилизатора. Значит, регламент замены амортизатора где-то отхаживают 60, у кого-то побольше. У меня где-то в районе 60. Эксплуатирую я автомобиль 15-20 тысяч годового пробега. Поэтому дороги не самые лучшие, и не самые худшие, так, на троечку, скажем так. Поэтому амортизаторы отхаживают 60. Пружины надо менять каждую третью замену. Я это дело профукал. У меня передняя, левая часть автомобиля очень сильно была накренена. Я заметил это поздно, уже на 13-м году. Поэтому для себя сделал вывод. Вот как рекомендуется каждая третья, лучше производить. Сейчас я заказал уже и заднюю, переднюю часть я поменял, но зато у меня просевшая, то есть машина стоит как подбитый студебекер. В движении этого не видно, но это видно визуально. Если подойти слева посмотреть, справа посмотреть, то видно, что зазор в арках разный. Вот. Стойки стабилизатора ходят где-то 30-40 тысяч километров пробега. Амортизаторы я рассказал, пружины 180. Рычаги. В рычагах там 2 сайлентблока. Я их перепрессовал. Отходили они 11 лет. Вот с чем, а с этим проблем не было. Шаровые опоры. Шаровые опоры ходят 100-150, тоже проблем нет. У меня одна отходила почти 200. Но я для себя сделал вывод, что лучше на 150 менять. Рулевая рейка. Рулевая рейка у меня на 3-м году забрынчала, но это был именно заводской дефект. Я когда ее разобрал, у меня есть видео, то был обнаружен там этот дефект. Он незначительный, но чтобы его вычислить, надо было снимать рейку. Так я проездил 11 лет, и на 11-м году я поменял. Сейчас стоит не оригинал, фирмы Мондо, все замечательно. Ни стуков, ни грюков. Старую рейку я перебрал и положил про запас. Ломаться там особо нечему. Старое заменил все. То есть смазку, все сальники, все втулочки. Там она одна. Вот. Поэтому пускай лежит. По передней части я рассказал. Задние, задние амортизаторы ходят где-то 1080-100, я меняю на 80. Они стоят недорого, в районе 2000 рублей. Пружины, опять же, также надо менять где-то 180 тысяч пробега. Каждую третью замену. Задние опоры, у меня они больше 5 лет не держатся. Начинает отслаиваться резинка, там втулка металлическая, она начинает отслоение. Но они стоят тоже недорого, в районе 1300. По запчастям, перед это где-то 1015-18 сейчас заменить полностью. Это амортизаторы, пружины, все. Рулевые наконечники, 100 они отхаживают. Тяги вообще вечные. То есть, если вам на сервисе скажут, вот у вас там тяги. То есть, если только
с обрыва ее не скинуть, тогда тяги пострадают. А так тяги вечные. У меня на 11-летней рулевой рейке тяги в идеальном состоянии. Единственное, туда попадала влага, но она там ничего не разъела. И как бы когда-то мне также посоветовали купить тяги, и как бы у меня есть замена. Я их обязательно поменяю, но на данной рулевой рейке от Мандой тяги, ну как бы я менять не собираюсь. То есть тяги там вечные. Вот. По кузову я рассказал, значит, бампера здесь очень крепкие, то есть мне неоднократно въезжали в зад, и как бы проблем с бампером нет. Вот бампер вообще, ну то есть тут очень крепкий. Да, это не девяточный железный, не от семерки металлический, ну он выдерживает удары до определенного момента. Конечно, если на 100 тысяч, на 100 километрах в час врежется, там уже он пострадает. А так 70-60 вполне нормально выдерживает. По ЛКМ коцки все, ну как бы пескоструй, ну тут как повезет, как прилетит камень. Значит, машина у меня 13-летняя, уже где-то требует подкраса, но это как бы все не критично, особой гнили нет. По днищу там все тоже хорошо, даже заводской антигравий присутствует полностью. Я дополнительно антигравием ее как бы усиливаю, подкрашиваю, арки особенно. Забыл упомянуть про коробку автомат. Значит, автоматическая коробка четырехступенчатая. По регламенту положено менять жидкость на 90 тысяч вместе с фильтром. Я делаю следующим образом. Я менял или 33 раза, допустим, по 30 тысяч, или 2 по 45. Вот. В принципе, 2 по 45 тоже вполне нормально. Когда я много ездил, 30-40 в год, то я менял раз 30 тысяч. Сейчас я где-то 15 накатываю, 20, поэтому раз 45. Вот. Меняю я полностью. Видео тоже у меня есть, я прикреплю. Меняю следующим образом. 45 отъездил. И замена полностью жидкости без снятия фильтра. А следующие 45 я уже фильтр меняю. Там ничего такого внутри критичного нет, никаких железок там, ну, идет износ коробки, естественно, на магнитиках что-то прилипает, но куски никакие не отваливаются. Вот. Пробег сейчас 288 тысяч на машине, как бы вопросов ни к двигателю, ни к коробке у меня нет. Все вообще идеально. По салону. Салон пластик, царапается легко. Ну, его можно отремонтировать. То есть есть краски, можно подкрасить. Даже есть краски с шагренью. То есть все это можно дело вылечить. Страдает больше всего у Калининграда это обивка салона. У меня водительское сиденье, оно очень сильно продавлено. Я покупал дополнительно подушку, но это мне не помогает. То есть она все равно продавливается. Там я делаю всякие проставки из резинок, подкладки, поднимаю. Полгода, и вот поролон никчемный. Вот этот на машинах калининградской сборки. То есть, ну, он ужасный. То есть, если там где-то пассажирские сиденья, они в идеале. А вот именно водительская, она очень сильно продавливается. Сама ткань тоже ужасная. То есть я когда полгода проездил, она у меня такой пузырь был. То есть вы встаете с машины, у вас такой пузырь надувается на сиденье. И она такая как бы растягивается. Я потом лет 6 проездил так, и уже не мог смотреть. Уже начались затертости, ткань начала кое-где. Ну вот видно, что вот-вот и порвется. И я уже одел чехлы. Сейчас там стоят чехлы с ателье. Ну, это ателье громко сказано. Ателье неплохое. Чехлы как кожа. Выглядят, конечно, лучше родных. Да, эко-кожа говорили, вот там будет жарко, будет пятая точка потеть. Ничего не потеет, пятая точка, потеет спина. Вот самое удивительное. То есть жопа не потеет, потеет спина. Вот эта часть примерно. Вот лопатки нет. Ну, когда на дальняк. Когда по городу, вообще без проблем. На солнце постоит, садиться мне не горячо, даже в шортах. Там у меня черное с серым. В общем, не знаю, не испытываю дискомфорта. То есть машина в целом беспроблемная.
Но есть отдельные моменты, это машины Москвы и Питера. Вот там они, как бы, если вы как бы планируете выбрать недорогой автомобиль, который просто вас будет возить из пункта А в пункт Б, ну, с более-менее комфортом, то есть чтобы там зимой печка работала, а летом сплит-система или кондиционер, то вот выбирать из этих регионов я бы не рекомендовал. Там металл, этот металл не выдержит эти регионы в таком промежутке времени, как 13 и более лет. Лобовое стекло, упала сосулька в этом году, ну, я это стекло изначально полировал. То есть, поскольку у нас климат пыльный очень много пыли, тут степи, лесов нет, и вот пыль тут утром, бывают даже пылевые бури, то стекло затиралось. Я покупал специальную полироль американскую и сам шлейф-машинкой полировал. Это помогало убрать мелкие царапины от дворников. Полировал я лет 6. Вот первый год прошел, начались затертости. Вот где дворник заканчивает движение, вот там эти затертости образовывались. И как бы ничего с этим не сделать. То есть утром просыпался, я оббивал эти дворники, смывал песок, все равно затиралось. Вот 6 лет я полировал, потом забил. Трасса, ну, местами. Я выезжаю где-то раза 2-3 за город. Ну вот, записка строила. Поменял на китайское, я им доволен. Боковые стекла сейчас начались подтертости тоже в районе зеркал. Незначительные, но уже имеются. Задние вообще без сколов, без затертости, все идеально. Шрусы, сальники, всяких распредвалов, коленвалов я тут не менял. Они у меня не текут, ничего с этим нет. Единственное, крышка, защитная крышка ремня ГРМ нижняя. Но это на сервисах ломали. Когда я менял, они там сильно затягивали, не знаю. Ну, в общем, сдохло. Стоит 1300, вот я заменил. Ну, а больше, как бы, в основном это такое. Замена масла, фильтров. Меняю я каждую замену. Воздушный, салонный и масляный. Больше, как бы, тут особых ремонтов не было. Вот, по электрике забыл рассказать. Самое важное, значит, стартер при интенсивной эксплуатации, а у меня работа была торговым, это в день 20 раз ее надо было завести и заглушить. Вот примерно так. То стартер 8 лет прослужил. Генератор 13 лет. Я его реанимировал, но там диодный мост навернулся. Как бы уже, ну, диодных мостов оригинальных нет, а китайский это рулетка. И я купил новый. Потели у меня фары. Вот. Я их одну помыл, а другая у меня была коцнута. Ну как коцнута, я не знал, она потела, а я не мог догадаться. Я ее снимал, смотрел, она вроде целая, но там по отливу место такое как бы уголком идет, и там пресс-форма делала. И вот именно там была трещина, то есть от вибрации со временем вот этот шов, он просто лопнул. И как бы это не сильно было видно. Я потом уже вчера снял, продавил и обнаружил. И вот эти все запотевания, выгорел у меня в районе поворотников отражатель. То есть там, ну, хром этот подслез. Но это не критично для поворота, то есть сигнал видно четко. Ну вот такие особенности, то есть фары где-то 13, это тоже им предел. Оригинал я уже не возьму, скорее всего возьму на замену депо. Противотуманка одна потеет, не знаю почему. Я ее разбирал, там есть это вентиляционный такой клапанок менял, не помогает. Вот она как потела, так и потеет. То есть я там ее и вытирал, и все, и она... Ну, противотуманки я использую как ходовые огни. Вот. В движении они не особо дают много света. Ну, на этом все. Все, что я рассказал, у меня есть дополнительное видео по ремонту машины. Я это все прикреплю. И кому интересно, можете ознакомиться. Как бы, кому мой краткий рассказ понравился, ставьте лайки, подписывайтесь.
задавайте вопросы. Я на эти вопросы как бы сниму дополнительное видео. Всем пока.